Беспрецедентные лесные пожары на 2 островах уничтожили целый город, десятки людей погибли. По словам официальных лиц, по меньшей мере 93 человека погибли в результате быстро распространяющихся лесных пожаров на гавайском острове Мауи. Смерти в городе Лахайна, главном туристическом центре острова, произошли из-за того, что сильный ветер от урагана Дора раздул пламя. Этот пожар является одним из нескольких продолжающихся пожаров, которые сожгли целые кварталы дотла. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, и объявлено чрезвычайное положение. Сейчас идут масштабные поисково-спасательные операции на острове, некоторые люди до сих пор не найдены. На острове Мауи было открыто 5 убежищ для эвакуации, и официальные лица ранее заявляли, что они переполнены людьми. Остров является самым популярным туристическим направлением, и посетителей призывают держаться подальше. Пожарные боролись с активными пожарами, а вертолеты сверху сбрасывали воду на огонь. Западная сторона острова, который является вторым по величине на Гавайском архипелаге, была почти полностью отрезана, и была открыта только одна главная дорога. Город Лахайна был опустошен пожаром, и на видео видно, как пламя бушует в прибрежном курортном городе. Там случилась самая страшная катастрофа, которую когда-либо видели жители этого города. Местный житель показал информационному агентству изображение разрушенной и почерневшей набережной города. Пожар заставлял людей прыгать в городскую гавань, спасаясь от пламени и дыма. По словам официальных лиц, 14 человек были спасены после прыжка в воду. Предприятия вокруг Лахайны были разрушены, и один высокопоставленный чиновник образования сказал, что они готовятся к возможной потере столетней начальной школы в городе. На следующий день сильный ветер, вызванный прошедшим ураганом Дора, немного ослаб, и пилоты смогли увидеть весь масштаб повреждений. На кадрах, сделанных сверху, видны сгоревшие автомобили, разбросанные по улицам, и дым, поднимающийся высоко над грудами щебня. Губернатор Джош Грин сказал, что ад, превративший большую часть Лахайны в тлеющие руины, был самым страшным стихийным бедствием в истории штата, в результате которого тысячи людей остались без крова и сравнялись с землей до 1000 зданий. «Потребуется много лет, чтобы восстановить Лахайну», сказал Грин на пресс-конференции, когда официальные лица начали разрабатывать план размещения новых бездомных в отелях и туристических объектах, сдаваемых в найм. Быстро движущийся ад, начавшийся 8 августа 2023 года, распространился из зарослей за пределы города и опустошил исторический город Лахайна, который когда-то был столицей Гавайского королевства. Это был один из 3 крупных лесных пожаров на Мауи, все они еще горят, вызванные засушливыми условиями, скоплением топлива и порывами ветра со скоростью 60 миль в час. Несмотря на то, что пожарные продолжают тушить небольшие пожары, а поисково-спасательные команды почти наверняка еще не нашли всех погибших. По словам официальных лиц, среди прибывающей помощи были трупные собаки из Калифорнии и Вашингтона, которые помогут поисково-спасательным группам прочесывать руины. Тысячи туристов и местных жителей были эвакуированы с западной стороны Мауи, где круглогодично проживает около 166 тысяч человек, некоторые укрылись на острове или на соседнем острове Аху. Туристы разбили лагерь в аэропорту Кахулуи, ожидая вылета домой. Масштабы катастрофы превзойдут масштабы катастрофы 1960 года, через год после того, как Гавайи стали штатом США, когда цунами убило 61 человека на большом острове Гавайев. Некоторые люди спасались от огня, прыгнув в Тихий океан. Турист из Фресно, штат Калифорния, который сказал, что он оказался в ловушке в арендованной машине с женой и детьми, когда приближались пожары, что вынудило семью бросить машину и укрыться в воде. Еще больше людей получили ожоги, отравление дымом и другие травмы. Взрывались машины и заправочные станции. Судьба некоторых культурных ценностей Лахайны остается неясной. Историческое баньяновое дерево высотой 18 метров, отмечающее место, где стоял дворец гавайского короля Камехамеха III в XIX веке, все еще стояло, хотя некоторые из его ветвей были обугленными. Пожар в Пулеху, примерно в 30 километрах к востоку от Лахайны, локализован на 70%.
По словам округа Мауи, не было никаких оценок пожара в северной части страны в центре восточной части острова. Этим летом сцены огненного опустошения стали слишком привычными во всем мире. Лесные пожары, часто вызванные рекордной жарой, вынудили эвакуировать десятки тысяч людей в Греции, Испании, Португалии и других частях Европы. В Западной Канаде серия необычайно сильных пожаров подняла облака дыма над обширными территориями США, загрязнив воздух. Антропогенное изменение климата, вызванное использованием ископаемого топлива, увеличивает частоту и интенсивность таких экстремальных погодных явлений, говорят ученые, давно предупреждающие, что страны должны сократить выбросы, чтобы предотвратить климатическую катастрофу. Изменение климата увеличивает риск жаркой и сухой погоды, которая может стать причиной лесных пожаров. С начала индустриальной эры мир уже потеплел примерно на 1,2 градуса по Цельсию, и температура будет продолжать расти, если правительства во всем мире не сократят выбросы.